Продолжая тему обсуждения моментов, когда Тэхён и Чингук вели себя странно во время прямых эфиров, я хотела бы сделать вторую часть своего самого запрашиваемого видео, чтобы более подробно обсудить и проанализировать моменты, когда они говорили или делали вещи, которые могли показаться слишком очевидными, даже когда другие участники присутствовали и были свидетелями инцидента. Как всегда, я хочу уточнить, что это всего лишь мое личное мнение и точка зрения. Я знаю, что это очевидно, но многие комментарии считают, что я сделал это, чтобы заставить их увидеть то, чего не было, хотя на самом деле это всего лишь моя наиболее объективная точка зрения. И это не должно повлиять на ваши собственные теории, хотя я была бы рада прочитать их в комментариях и посмотреть, насколько мы сможем прийти к согласию. Итак, этот момент, хотя и не взят непосредственно из прямой трансляции BTS 26 января прошлого года, после их выступления на шоу в том году, был записан сразу после того, как они закончили прямую трансляцию, где Чингук сначала сказал: поскольку они думали, что им будет что сказать, они решили снова включить камеру. В эпизоде BTS, который был загружен несколько дней спустя на канал Bang Trentve, Намджун попросил Тэхёна продолжить, а Джин подбодрил его сказать что-нибудь, чтобы закончить. В тот вечер Чимин всячески его подбадривал, но, чтобы сэкономить время и избежать разговора, Тэхён попытался начать разговор на отвлеченную тему, которую так хотел избежать. Пока Хобби игнорировал это и смешил всех, наблюдая за невнятной попыткой Тэхёна выиграть время, Чингук просто положил руку на плечо Тэхёна и уделил ему все свое внимание, глядя на него красивым и особенным взглядом, пока продолжался весь предыдущий инцидент, и они оба смеялись. Вскоре Тэхён начал выражать свою благодарность на английском, смиренно принимая момент, ради которого он так усердно тренировался, чтобы поделиться им со своими поклонниками. Чингук, с другой стороны, казалось, был сосредоточен на торте, которым наслаждался, но внимательно слушал слова Тэхёна. Настоящая интрига возникла, когда Джин сделал вид, что берет у него интервью, прежде чем Чингуку удалось привлечь внимание Тэхёна вопросом о смысле его слов. При этом он слизывал крем с губ, что действительно заинтересовало Тэхёна. Затем он перевел взгляд на это место и полностью сосредоточился на едва заметном действии, которое тут же отвлекло его на первое, что попалось ему под руку. После этого он сказал, что им следует начать есть первыми, чем рассмешил всех, не заметив, что кто-то выразил удовлетворение тем, что сумел заставить Тэхёна понервничать. А тот факт, что Тэхён коснулся переносицы, как раз когда его взгляд начал наблюдать за тем, что сделал Чингук, ясно показал интерес, который они оба не могли отрицать на протяжении этого видео. Затем Тэхён сказал, что для него, как для музыканта, выступление на Грэмми было мечтой, и он был очень этому рад. Чингук внимательно смотрел на него, а Джин и Чимин тоже рассказывали о своих впечатлениях и о том, какую честь они для себя чувствовали. Оказавшись там, Чингук и Тэхён сосредоточились на еде и слушали, что говорили другие о мероприятии. Тэхён посмеялся над Намджуном и над тем, как трудно ему было поднять кусок торта, бросив взгляд на Чингука. Он быстро перевел взгляд обратно в камеру, и их взгляды снова встретились. Затем Тэхён упомянул, что они полны решимости усердно работать над своим следующим альбомом, на что Чингук добавил, что они с нетерпением ждут его и готовы приложить все усилия, в то время как Чимин выразил благодарность за всю полученную поддержку, а Тэхён пошутил, что они постараются выглядеть как можно привлекательнее для альбома, после чего Джин предложил ему красиво позировать перед камерой, и Чингук быстро переключил внимание на Тэхёна, улыбаясь, когда тот выполнил просьбу очаровательно. И с нежностью, которую он вызвал в Чингуке этим жестом. Наконец, они попрощались со своими поклонниками, сохранив при этом свою обычную близость. Чингук всегда держал Тэхёна за руку, демонстрируя, что их взаимное влечение всегда было неоспоримым. 1 сентября прошедшего года BTS провели прямую трансляцию в честь дня рождения Чингука и своего первого места в чартах Billboard. В результате этого празднования мы увидели некоторое поведение между Тэхёном и Чингуком, которое я, безусловно, должна была включить в свой редкий анализ Тэкука. Сначала Тэхён потянулся, чтобы притянуть Чингука ближе и лучше видеть экран. Чингук на мгновение прислонился к нему, прежде чем снова сесть. Поскольку это положение показалось ему немного неудобным, Тэхён положил руку на плечо Чингука. Он намеревался остаться там, но передумал, когда Чингук выпрямился,
из-за чего участники начали хлопать и петь «С днем рождения». Чимин снова появился на экране с тортом в руках, который затем поставил на пол перед Чингуком. Чингук тут же задул свечку, как только представилась возможность, и не стал ждать, пока остальные участники скажут ему загадать желание с единственной свечкой, которую он еще не задул. Он сделал, как его попросили, и в конце сказал, что загадал, а остальные продолжали его поздравлять. Самое странное в этой прямой трансляции произошло после того, как Тэхён вслух сказал, что Чингуку не нужно загадывать еще одно желание, потому что его желание уже исполнилось. Хобби рассмеялся и оглянулся, как будто поняв двойной смысл этих слов. Затем Тэхён многозначительно поднял брови, указывая на что-то, что ускользнуло от его внимания. На крупном плане Тэхён трижды поднял брови в разные стороны. Первый раз, глядя на Чингука, второй раз, глядя налево, и, наконец, повернул голову в другую сторону, где с ним разговаривал Юнги. Хотя после того, как Тэхён сказал это таким странным образом, Юнги улыбнулся и повернулся, чтобы подшутить над Тэхёном и сказать ему, чтобы тот не говорил глупостей, за что получил третье поднятие брови. И хотя я почти уверена, что в словах Тэхёна есть двойной смысл, вам решать, какой смысл скрывается за его весьма двусмысленными словами, потому что тот факт, что Тэхён говорит остальным, что Чингуку больше не нужно загадывать желание, потому что его желание уже исполнилось, одновременно двигая бровями, вызывает много вопросов. Затем Джин пытается надеть на Чингука праздничную шляпу, и Тэхён не упускает возможности подойти к нему и помочь ему во всем, что касается комфорта Чингука во время прямой трансляции. Затем, хотя это и не видно на переднем плане, пока остальные участники продолжают поздравлять Чингука, возникает ситуация, которую я хочу объяснить подробнее, потому что я могу проанализировать эти моменты. В тот момент, когда Тэхён безучастно смотрит на Чингука, выражая благодарность за поздравление, Намджун, кажется, замечает восхищенный взгляд Тэхёна на Чингука, что заставляет Намджуна нежно погладить Чингука, после чего Тэхён принимает ласку, и они, держась за руки, пребывают в любящей тишине. Вскоре после этого Тэхён решает сесть чуть позади Чингука, рядом с ним. Он дважды, очень коротко, коснулся плеча Чингука, когда тот встал и поправил положение. Он также приблизился к Чингуку, пока остальные продолжали разговаривать. Через несколько секунд, убедившись, что все в порядке, Тэхён притянул Чингука к себе, так что тот прислонился к нему. Хотя намерение Тэхёна, сделавшего это, предполагает, что у него была цель, поскольку на этот раз положение было более удобным для Чингука, который оставался в нем дольше, чем в первый раз. Эти мысли также возникают из-за того, что Тэхён посмотрел прямо в камеру непосредственно перед тем, как притянуть Чингука к себе, как будто он хотел показать зрителям, что ему на самом деле все равно, увидят ли они, как он делает то, что хочет. По крайней мере, этот короткий взгляд в камеру означал, что он думал о реакции зрителей на его следующие действия и полностью осознавал последствия своих действий. Хотя мотив не подтвержден, вероятно, он просто хотел сблизиться с Чингуком и получить утешение. После этого Чингук снова садится, чтобы почитать остальные комментарии, а Тэхён поглаживает Чингука по плечу, коротко сжимая его правое плечо, прежде чем отпустить. Однако, похоже, из-за постороннего человека за камерой ситуация становится немного неуместной. Атмосфера настолько напряженная, что Чингук не может успокоиться, как ему хотелось бы, поэтому мы видим, как он снова успокаивается на своем месте. В заключительной истории, после того, как они продолжают обсуждать это, Хасоку удается достучаться до Сакджина, который просто вслух говорит, что любит Эовэй, что вызывает смех у остальных. Джин говорит, что у него в сердце только Эвмэй, а остальные три участника говорят, что Джин всегда перегибает палку, поэтому в конце они желают ему удачи и начинают говорить, какой Джин крутой, что сдержал их обещание. Здесь Тэхён говорит, что не пойдет, а Чингук, который его подразнивает и хорошо знает, замечает, что Тэхён точно пойдет, в то время как Тэхён отрицает обвинение и смеется над словами Чингука. И, наконец, трое начали прощаться с прямой трансляцией, которая местами была довольно напряженной, с некоторыми поступками, которые всегда показывали, почему сотрудники старались держать их на расстоянии друг от друга, потому что большую часть времени, когда им удавалось сидеть вместе, происходили вещи, которые заставляли нас задуматься о естественности их отношений, поскольку в этой и других прямых трансляциях мы можем наблюдать схожую модель поведения, когда они хотят быть более спонтанными.
оставляя нас с 1001 вопросом, который нужно разрешить. Потому что, хотя у нас все еще остаются вопросы и неясности относительно их поведения, именно они будут продолжать подтверждать то, что за этим стоит. И хотя они не единственные, кто может столкнуться с подобными ситуациями, я уверена, что буду продолжать искать лучшие примеры, чтобы показать вам. Но дайте мне знать в комментариях, если вы хотите больше подобных видео, и я с удовольствием их сделаю. Потому что именно форма их потребности в контакте и то, как они не могут ее скрыть, делает их еще более реальными.